Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Сегодня давайте рассмотрим такую тему, что о вас думает ваша соперница. Ну или та женщина, с кем на данный период времени находится ваш принц. Также хочу сказать для тех, кто будет смотреть в ТикТоке и спрашивать, где продолжение расклада. Продолжение будет находиться на YouTube-канале Империя Таро. Также для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо в Instagram. Как можно будет со мной связаться, я укажу свои координаты в описании к этому видео. Итак, давайте посмотрим, кто же на сегодня ваша соперница. Такой вот интересный расклад сегодня будет. Так. Что это за женщина, ваша соперница на сегодня? Угу. Женщина такая, которая не побрезгует ничем. Понимаете? Скорее всего, да. Эта женщина каким-то образом... Она очень подлая. Ваш благоверный, да, принц пожертвовал вами ради этой женщины. Женщина вообще, я вам скажу... Ей будет плевать на детей, если там даже... Ну, она пойдет по головам, конечно. Женщина такая, то что... Ой-ой-ой, упаси Господь. Но здесь такая, что это еще за женщина? Женщина... Так, скажу так. Женщина активная. Женщина так, которая, знаете, больше, наверное, пребывает в мужской энергии, да? Либо незрелая женщина, ну вот она любит добиваться. Вот ей скажи, ей плевать. Она вот правда, если ей что-то надо, она пойдет и сделает. Каким путем, чем нужно будет пожертвовать, кого, понимаете, подставить, она пойдет на все. На все. Ну и помимо этого, я так понимаю, эта женщина повлияла на этого мужчину, чтобы он сделал выбор. Ну, тем самым предал вас, да? Так, еще, что это за женщина, ваша соперница? Угу. Я вам скажу, женщина здесь, скорее всего, показывает, да? Женщина-манипулятор, профессионал. Могу сказать одно, что она вашего мужчину, вернее, вашим мужчиной, да, манипулировала, управляла. И на данный период времени она влияет, она все делает так, чтобы ваш мужчина не вышел с вами на связь. Кто он ваш? Супруг, просто там ваш бывший партнер, настоящий партнер. С ее стороны идут манипуляции, причем длительное время. Ну, здесь женщина, еще скажу, у нее больше такой, наверное... Вот знаете, как в жестких таких энергиях, помимо этого она все хочет мне, все мне. Помимо этого еще могу добавить, да, что женщина, не исключаю, она же здесь пойдет по головам, она может обратиться, да, и порчу навести, и рассорки, ну, здесь такая женщина. Так, ну давайте смотреть. Какая же вы в ее глазах? Какая она, как она вас видит, ваша соперница? Какая вы в ее глазах? Во-первых, она видит вас, что ваш мужчина, к сожалению, вас оставил. Ради нее, понимаете? Либо вы отказались от этого мужчины. Ну, женщина здесь, наверное, празднует победу, да, на чужом несчастье, свое счастье как-никак хочет построить. Какая еще? А еще могу, знаете, что добавить здесь? Что здесь еще какая вы в ее глазах? Та, которая могла сама оставить этого мужчину, да? Ну, Господи, ну сделал выбор, иди. Так, подождите, уточню, какая вы еще в ее глазах, какой она вас видит. Кстати,
Она вас, к сожалению, нет. Сейчас я вам скажу здесь. Первое, что сначала она вас видела женщиной той, которую оставили. Возможно, эта женщина повлияла на мужчину тем, чтобы мужчина как-то не участвовал в вашей жизни. Если есть дети, чтобы вообще бросил вас, растоптал, понимаете? Но она здесь манипулятором выходит. Мужчина здесь на нее повелся. Это факт, да? Но на данный период времени женщина, она вас, кстати, считать не может. Она, кстати, думает, вот стерва. Она видит то, что вы кардинально каким-то образом то ли судьбу поменяли, изменились здесь. Здесь женщина, не исключая, что у вас есть дети, да, женщина затаилась. Это вы затаились. Не исключая того, для кого-то вы являетесь, что она, например, супруга, вы любовница, да? Вот вы для нее конкретно здесь конкурентка. Если вы супруга, да, или вообще просто, да, одно могу сказать, что на данный период времени вы в ее глазах очень сильно изменились. Кстати, возможно то, что она знает о том, что вы занимаетесь эзотерикой, таро, что-то изучаете такое, вот себя изучаете, что вы очень мудрая женщина, да. Помимо этого, какие-то у вас кардинальные в лучшую сторону, причем идут изменения. Вот это да. Сначала-то она очень давилась тем, что у вас все плохо, а тут бах, каким-то образом вы изменились. Так. А что ты думаешь, та соперница, что она о вас конкретно на сегодня думает? Что вы каким-то образом, скорее всего, здесь либо чем-то занимаетесь, какой-то новый этап у вас в жизни появился. Помимо этого, видит вас отстраненную, да, что вы, возможно, что вы остались с детьми, у вас какие-то, понимаете, полностью растворились в детях, помимо этого отстранились. И еще могу добавить, что не исключая того, что она вас видит на данный период времени одинокой женщиной, да, но помимо этого очень мудрой, знаете, как духовный наставник, женщина, которая прошла уже определенный путь. Но и помимо этого видит то, что вы каким-то образом здесь зарабатываете, несмотря на то, что вы одиноки. Одиноки. Что она о вас еще думает? Это ваша соперница. Скорее всего, я вам скажу, что она о вас думает, да? Эта женщина каким-то образом поспособствовала, да? Чтобы ваши отношения здесь разрушились, рухнули. Эта женщина все равно этого мужчину привела к тому состоянию, да? Чтобы ваш союз треснул. Треснул здесь по швам. Но сейчас, на данный период времени, что она о вас думает, да, вы сейчас не подпускаете никого, но все равно вам от этого состояния очень даже хорошо. Есть какая-то семья, есть какая-то все равно присутствует в вашей жизни стабильность, несмотря на то, что есть какие-то ограничения у вас в жизни. Но все равно вас видит очень счастливой женщиной. Вот видите как. Хорошо, а ты, интересно, та соперница, ты, интересно, счастлива с тем мужчиной, которого ты хотела? Счастлива ли ты? Нет, несчастлива. Несчастлива. Я так понимаю, там встретились два эгоиста, да? Но в первую очередь там мужчина эгоист. Она говорит, что ей тяжело с ним. Почему? Потому что какие-то у них пошли, не знаю, там мужчина на страже. Какие-то сложности в отношениях. И каждый думает о своем. А почему вам так тяжело в союзе? Почему тебе тяжело с тем мужчиной, которого ты хотела? Ты же заполучила. Почему сложно? Разочарования какие-то, конфликты. У них сейчас какие-то происходят конфликты. Упреки какие-то. Причем друг на друга нападают. Разочарование.
Она говорит о том, то, что я не то хотела. Разочаровалась, что он очень конфликтный, отстаивает что-то, меня к этому склоняет. А что ты от него ожидала, от того мужчины, которого ты забрала у этой женщины? Ну что ты ожидала, что он пойдет, вот видите, ага, что он всем будет ради меня жертвовать, что он меня любить будет, что он все будет делать для меня, а я буду сидеть такая королева. Но я же хотела, чтобы он меня любил. А что у вас? А что такое? Почему у вас отношения не складываются? А у нас отношения конфликты. А у нас все ясно. У нас все конфликты из-за той женщины, которую он пожертвовал ею ради меня, да? И у нас из-за этого постоянно с ним происходят конфликты. Почему? Потому что это все было связано, ну, с тем, с нашим любовным треугольником здесь. У нас, говорит, вот эта вот дружба, все это у нас все с ним закончилось. Конфликты постоянные, ссоры. Здесь друг другу причиняем боль. И все это связано... Так, ну-ка скажи, а с чем это еще раз? Еще почему связано? Почему у вас конфликты? Почему конфликты? Почему? Потому что я, говорит, боюсь то, что он любит ту женщину, которая от него закрылась, с которой у него закончилась. Вот почему у меня и ревность. У меня ревность, я боюсь этого предательства, что он вернется в прошлое. Почему? Потому что я чувствую, что он расположен к той женщине, которая от него закрыта, с которой на данный период времени, возможно, у них блокировка, возможно, эта женщина либо в другой стране, какое-то есть расстояние. Но я этого боюсь. Боюсь того, что сейчас я-то от него ожидала любви, да, понимания, что я буду здесь в этих отношениях королевы, что он будет жертвовать, меня ублажать. А получилось это наоборот, что у него наоборот какая-то влюбленность появилась к той женщине, которая закрылась. Вот почему у нас с ним конфликты. А что ты думаешь по поводу этого мужчины, который рядом с тобой? Что ты о нем думаешь, интересно? Что ты о нем думаешь на сегодня? Ну, знаете как, для нее, конечно, он тоже мутный тип. Мутный. Если они супруги, то она очень боится развода. Да? Если ваш супруг, предположим, да, что она любовница, то она ждет и потирает ручки, когда же он с вами разведется. Либо она хочет довести до развода. Это женщина. Ну и в оконцовке, что она о нем конкретно еще сегодня думает? Что он мутный тип. Мутный. Да, он сексуальный, ничего не могу сказать. Но и помимо этого, мужчина тот... который, знаете как, может себе демонстрировать вроде порядочного человека, а на самом деле там, не знаю, мужчина такой, который особо не доверяет, страхи какие-то есть. И я могу сказать, может быть, ваш вообще мужчина, тот, который к ней на данный период времени, он ваш, может, муж какой-то. Ну, честно, здесь почему-то... Ну, и помимо этого, конечно, может быть, сейчас она думает о том, вот, что я же хотела его, да, а вот сейчас его отношение ко мне, вот я сейчас получаю по справедливости. Если у них отношения сейчас трещат по швам, вот что она о нем думает? Она конкретно ничего не может о нем сказать. Ну, то, что сексуальное, да, сексуальная энергия здесь есть, да. Но и помимо этого, мужчина, не знаю, там у него помутнение рассудка, что ли. Конкретно, ну-ка скажи, что ты о нем еще думаешь, о том мужчине, которого, ну, вот все-таки ты же хотела его, получила. Ну, что ты о нем еще думаешь?
Ой, сколько она уже сидит, ждет, ждет, ждет. Если это его супруга, да, то она все равно как-то пытается, вы знаете, как манипулировать им, подсказывать, помимо этого доминировать здесь, да, применять силу все равно, но сколько можно, но сколько можно. Если, я вам скажу, если это та женщина, которая рядом с ним не является его супругой, она все давит на него, обхаживает, помимо этого она хочет, чтобы он от нее все равно здесь зависел. Все равно она на него оказывает давление, она хочет уже, чтобы... Вы понимаете, что хотеть-то хочет, да, но почему-то она то ли устала ждать уже здесь. Вот столько вложила в него, да, и энергии, и все вложила, а отдачи как будто нет. Помимо этого, не исключая того, то, что она еще о нем что думает, то, что привлекая его, вернее, его привлекают во мне только мои деньги. Такое тоже не исключаю. Стабильность какая-то, понимаете? И она, кстати, боится с ним разрыва, боится то, что он, если вы дадите человеку этому шанс, она боится того, то, что он опять, понимаете, явится к вам. Но здесь отношения построены у них на предательстве. Кстати, эта женщина, она может быть еще и замужем. Не за ним, за другим. Она здесь замужняя может быть. И его держать на сексе, на деньгах. Но она его держит здесь. Понимаете? Вот в чем прикол здесь. И недовольна им. А чё ж ты так им недовольна? Еще скажи. Чё ж ты так все так хотела его? То ли, ну, что-то от него еще. Чё ж ты им недовольна? Чё недовольна им? Знаете как, не рассматривает он в ней, конечно, главную женщину, не видит, не видит. Он как-то как, ну, легко к ней относится. Легко. Вот она хочет стать его императрицей. Планы какие-то хочет с ним, какое-то будущее создать. Чем недовольна? Ну, тем то, что, ну, вот как она встретилась с придурком. Понимаете, будущего здесь нету. Нет будущего. Как-то он легко все относится. Она хочет быть императрицей, она хочет здесь, знаете как, быть главной женщиной, чтобы он ее слушался. Он, понимаете, здесь как получается так, то, что она мамочка, а он сын. Не знаю, может, они супруги, может быть, она чья-то жена, может быть, она его любовница. Но сам факт, то, что здесь вообще отношения построены на лжи. Она им все хотела пытаться манипулировать. Когда вот он от вас уходил, неважно, она супруга или любовница, неважно. Она поставила на него ставку, понимаете? Она пойдет по головам, но и он по вашей пошел. Хорошо, добилась ты его. Вы какая в ее глазах, когда он выбрал ее? Все, вы для нее остались той, которая, знаете, женщина пострадавшая, женщина уже никчемная, ресурсов нет, а потом посмотрите, в кого вы превратились. Хорошо, добилась ты его. Но пацан-то, оказывается, какие-то сложности у них пошли. И еще он боится то, что она-то боится того, что он начнет к вам проявляться. А у них-то отношения трещат по швам. Посмотрите, конфликты, скандалы. Я не удивлюсь, если там и драки есть. Ну, видите как? Она говорит, ну, будущее какое с ним? Недовольна тем, то, что будущего нет. Либо она хочет с ним какое-то новое будущее. Так, конкретно скажи, что ты, почему ты расстраиваешься? Чем он тебе не пригодился? Чем тебе он не нравится? И еще. Он хочет, понимаете, что здесь, наверное, мужчина тот, да, ну, самоутверждение хочет мужчина, гулять хочет, он не растет. Вот скажи ему слово, все. Но здесь мужчина тоже с короной, она с короной. Вот скажи ему, да, он сразу начинает, может, обижаться, оскорблять.
Здесь такой мужчина тоже. Но он хочет победителем быть. Видите как? Она недовольна тем, что он все равно может поглядывать на других женщин. Вести себя как-то. Вот она ему, предположим, у них ревность есть. Она его ревнует, понимаете? А ему это нравится, самоутверждается. Но и помимо этого, конечно, ну я так понимаю, здесь мужчина и может и погуливать там. Ну вот отхватила себе принца у вас, да? Это однозначно, здесь он ушел к ней. Эти отношения были построены на предательстве. Но в оконцовке она же с ним несчастлива. Скажи, счастлива ли ты с ним? Хотела быть звездочкой для него. Ну какое там счастье. Она хочет, конечно, быть счастливой с ним. Но как-то счастье их стороной обходит. Какие-то легкие. У них отношения здесь построены на легкости. Хотела быть звездочкой для него, что-то не получилось. Она планы на него строит, понимаете как? Еще раз спрашиваю, счастлива ли ты с тем мужчиной, с кем ты есть? Какое счастье, я вас умоляю. Чей это супруг? Посмотрите, это там не отношения. Не отношения. Они повязаны. Это все, это отношения по дьяволу. Знаете что? Мучается она с ним. Мучается. А ему нормально, между прочим. Вот так вот. А что бы ты хотела передать той женщине, которая смотрит расклад? Ну, соперница, передай той женщине. Что ты хочешь ей передать? Ну, послушаем тебя. Что ты нам хочешь передать? Ошиблась я с выбором. Ошиблась с выбором. Мне не надо было вступать в эти отношения. Это не тот мужик. Я не на того ставку поставила. Мне надо было отказаться от него. Не надо было влазить в ваши отношения. Не тот мужик. Он не мужик. Что ты еще хочешь передать той женщине? Ну, говори. Она бы вам, знаете, что бы хотела бы сказать? То, что, несмотря на то, что она с ним стала, она истеричная женщина, во-первых. Она несправедливая. Она такая, вот знаете, за 5 копеек продаст любого. Ну и в то же время она вот что-то вот хочет вам, что-то вот как-то вот быстро донести, что ты хочешь конкретно передать этой женщине. Это не тот мужчина, о котором я мечтала. О, видите как? Она говорит, на чужом несчастье хотела свое построить. Она была уверена в том, что это была ее иллюзия. А она, получается, то, что ее иллюзия, она подумала, что это для нее конкретно был шанс. Но получается так, что она с ним проходит какие-то уроки. Не зря же их объединяет здесь дьявол. Ну, что еще хочет вам передать, да? Что, конечно, она лживая, и она останется при своем мнении, да? Но и помимо этого она хочет сказать вам о том, что все равно ее иллюзии не оправдались. Что сейчас она вот отвечает, вот высшие силы, как будто берут платы ее. Ну, мучение ее, мучается она с ним. Что ты еще хочешь сказать? Что он бабник. Хочет сказать, что она с этим мужчиной ошиблась. Он бабник.
Он слаб напередок. Помимо меня у него, наверное, еще кто-то есть. И она говорит о том, то, что если ты думаешь, что он был только с тобой такой, нет, он со мной такой же. Абсолютно. Его не изменить. Помимо меня у него еще кто-то есть. И еще что ты хочешь передать нам? Я боюсь того, что он захочет вернуться к тебе. Все-таки я это чувствую, у него есть любовь к тебе. И мне это неприятно. Я тоже с ним хотела построить семью, дом, чтобы все было развивалось у нас, но не получилось. У меня с ним очень тяжелые отношения. Очень. И мне страшно от того, что он захочет вернуться к тебе. И я понимаю то, что, скорее всего, да, что здесь мужчина мог обмануть вас с этой женщиной, да, построить, вот как не зря же говорят, не пытайся строить, да, на чужом несчастье свое счастье. Вот и она поверила в это счастье. Но здесь женщина тоже не дура, далеко не дура. Но получается так, что она вам передает, как он тебя обманул, так он меня обманывает. Так что я уже чувствую, что приближается конец. Почему? Потому что я устала от этого вранья. Ясность, говорит, пришла какая-то, что он постоянно меня обманывает. У нас с ним скандалы. Я понимаю то, что наши отношения с ним рушатся. Ну все, обманчивает то, что он мне также обманывал, что будто любовь, что он как будто вкладывается в эти отношения. Ничего так и не получилось. Все это как будто бы... Нет, это, говорит, нашим отношениям здесь уже конец. Это была все видимость, он меня обманывал. Ну, в принципе, и отношения, если они еще не расстались, но она говорит то, что уже все, здесь уже, знаете как, тащиться, ну, как два дохлых коня. Причем эти отношения, они еще будут длиться. В том плане, если они уже разрушились, это понятно, да, для кого-то. А для кого-то я вам еще могу сказать, что здесь женщина все-таки будет как-то трансформировать эти отношения, но все равно и конец здесь неизбежен. Чем все-таки здесь? Здесь все. Эти отношения, она говорит, это неизбежно. Здесь тоже будет конец. Что-то здесь как-то еще будет держаться, более-менее как-то. Но эти отношения уже все. Не зря говорят, да, еще раз опять повторяюсь. На чужом несчастье строить свое счастье нельзя. Если ты не любишь женщину, по-человечески, да, наберись храбрости, скажи этой женщине, что больше, извини, я не могу пребывать с тобой в отношениях, мне тяжело, но не предавай. А получается так, что встретились два предателя, и понимаете, что она-то рассчитывала на одно, а получила как всегда. Понимаете, не все же, мы же все такие, да, женщины, девушки, да, наивные, в том плане, то, что если он был с ней такой, со мной он такой не будет. Ну вот видите, даже если, да, вот здесь больше, я, наверное, думаю, для тех, у кого это, наверное, все-таки в браке, наверное, были, и мужчина, ваш супруг, может, ушел. Бросил вас, ушел к другой женщине. Почему-то я думаю больше к этому. Либо здесь были какие-то стабильные, длительные отношения, да, и после, вот этот свинья встретил свою свинью. И встретились они, начали пребывать в своем свинарнике. И так получается, что вот эта женщина-свинья, оказалось, что мужчина там конченый свинья, понимаете? Вот так вот здесь. Но она говорит о том, что нельзя было, наверное, все-таки... Я так понимаю, что эта женщина вам нагадила, и как получается то, что
Ну, бумеранг свой получает. Намучается она с ним, ой-ой-ой. Уже мучается. Так что для кого-то, может быть, это хорошая будет новость. Для кого-то, может, скажет, ай, не жалко. Ну, для кого уже, кто уже переболел, да, и так смотрит расклады ради интереса. А для тех, у кого еще свежо, поверьте мне, там союз, ну, если будет какое-то время, да, они вместе, закончится все аналогично. Там женщина, поверьте мне, такую женщину не жалко. Вот я, честно говоря, ей не сочувствую, абсолютно. Сочувствия к такой женщине нет. Если смотрите, она кем выходит здесь. Она по трупам пойдет. Понимаете? Ей плевать. Вот и получается, что ей тоже плюнули. Так что, мне кажется, все по заслугам. Не зря там у них еще карта справедливости, да, выпала то, что он с ней также поступает по справедливости. Мне кажется, очень даже прекрасный союз. Что вообще думает и хотела бы вам сказать ваша соперница, та, которая на данный период времени пребывает в отношениях с вашим благоверным принцем. Она очень сильно разочарована. Очень болезненный союз, больной союз. Так что, мне кажется, совет да любовь им. Вот такой вот был у нас сегодня интересный расклад, дорогие мои друзья. Также хочу вам всем сказать то, что подписывайтесь на меня. Ну и за личным раскладом координаты мои в описании к этому видео. Жду от вас обратной связи. И как всегда вам скажу, до скорой встречи.